Друзья, всем привет! И сегодня у нас на обзоре очередная новенькая Wi-Fi камера с Алиэкспресса для нашего видеонаблюдения. Причем вещица необычная, такое интересное дизайнерское решение, камера будет здоровая, поэтому и коробка, как видите, здоровая. Откроем, посмотрим, что это такое, протестируем и подумаем, стоит ли вообще это покупать. Погнали! Итак, что это такое? Изначально это обычная поворотная Wi-Fi камера с инфракрасной подсветкой ночной, производитель Ambiux и камерка на 4 мегапикселя, как вы видите. Модель называется A18, фокусное расстояние у нее 3,6, питается от 12-вольтового блока питания. Полная маркировка A18 4MP EU. A18 модель, камера на 4 мегапикселя, а EU означает то, что она у нас идет с розеткой европейского типа. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Внутри нас встречает инструкция по эксплуатации. Сразу сама камера. Все как обычно в таком мягеньком пенопластовом корпусе в коробке. Блок питания для камеры. Винтики-болтики, заглушки-переходнички и коробочка от флешки на 32 гига. Ну, скажу честно, флешку я в нее уже поставил. Комплект, как видите, стандартный. Итак, вот наша камерка с тоненькими лучами в виде антеннок. Это у нас Wi-Fi будут идти. Камерка, как обычно, поворотная, крутится вверх, влево-вправо, вверх-вниз. И, как видите, интересно она сделана. Один объектив, снизу 4 светодиода. 100% они будут двойными, то есть как с обычным светом, так и с инфракрасным. И камера выглядит вот в виде такого шарика. Внутри нее вот это все. Весь механизм тоже представляет из себя такой шарик. Ну, что ж, достаточно прикольно, красиво и интересно. Если сравнивать с другими моделями от этого производителя, то сразу видно, что место под флешечку, которое обычно идет снизу и всегда находится на улице, здесь сверху. Вставляем флешку, вот у нее кнопочка сброса, закрывается это, как обычно, резиновой заглушкой. И все это дело, если мы смотрим прямо, прячется в корпус. Обратите внимание, влага туда попадать не будет совсем. Но при этом сходу вижу и минус. Здесь же у нас находится отверстие, скорее всего, для динамика. Или это просто так красивенько вырезано. Ну, не совсем видно, правда. Но, скорее всего, отверстие. Хотя нет, отверстие для динамика у нас с обратной стороны. Просто казалось, что когда камерка будет смотреть вниз, сюда может вот так вот затекать вода. Однако это бутафория. На самой камере у нас, как обычно, объектив, светодиоды, гнездо под флешку. Здесь у нас микрофончик. Что самое интересное, я не вижу физического датчика света, освещения, если быть точным. Сзади отверстие, скорее всего, для динамика. Но это же камера у нас с обратной связью. Мы можем говорить в телефон, и человек, который у нас будет стоять рядом с камерой, будет ее слышать. Почему я сказал, что камера какая-то неадекватно здоровая? Для примера можем сравнить с другой моделью от этого же производителя. Как видим, в 1,5 раза уже, в 1,5 раза меньше. То есть, ну, внутри, наверное, абсолютно те же модули, абсолютно те же лампочки, светодиоды и вся начинка, с виду даже объектива одного и того же размера. Но просто, скорее всего, такое вот кругленькое дизайнерское решение. Ну что, а теперь давайте подключим эту камеру. Питается она, как обычно, от 12-вольтового блока питания, который, конечно же, идет в комплекте. Подключим ее к смартфону, посмотрим, что она умеет в приложении. Подключим к компьютеру,
посмотрим, есть ли у нее дополнительные настройки и можно ли эту модель подключить к компьютеру. И проверим качество картинки и ночного видения. Погнали! Итак, дорогие друзья, открываем наше приложение iTCE, с которым работает данная камера. Скачать его можно как с Play Market, так и с App Store. Все в доступе, проблем с этим нету. Заходим, регистрируемся, добавляем камерку. Подробно, как это делается, я рассказывал вот в этом видео. Смотрите, подключайтесь. Ну, а теперь посмотрим на функционал данной камеры. Вот она у нас, робот 1. Заходим и видим, что камера работает. Это уже хорошо. Это у нас обычная поворотная камера, то есть ей можно крутить как влево, так и вправо. Давайте поставим качество похуже. Вот как влево, так и вправо, вверх и вниз. Камерка у нас полностью работает во всех направлениях, вопросов к этому никаких нету. И пробежимся с вами по функционалу непосредственно. Потому что я обратил внимание, что в разных моделях данных камер в одном и том же приложении функционал все-таки отличается. Итак, есть обратная связь. Сверху есть микрофончик и динамик. То есть если мы сюда нажмем на микрофон, будем что-то говорить, это что-то будет говориться из камеры непосредственно на того, кто рядом с ней стоит. И человек, который будет говорить в камеру, тоже мы будем слышать, что он нам говорит в приложении. Можно включить или выключить, послушать с динамика, с микрофона точнее, на камере, что там происходит, записать кусок видео или снять фотографию, подвигать нашу камеру вверх-вниз и поменять настройки с Ultra HD. Напомню, это модель на 4 мегапикселя, на SD, на стандартное. Здесь мы можем выбрать режим нашей подсветки. В данном случае стоит двойной. Двойной это означает, что когда у нас светло, камера показывает у нас в обычном цветном диапазоне. Как только в комнате станет темно, она переключится на инфракрасный диапазон и будет хорошо видеть в темноте. Также можно отдельно поставить цветной, тогда она ночью ничего не увидит, и черно-белый. Но днем изображение будет так себе. Что мы можем еще увидеть на главном экране? SD Playback. Если мы сюда зайдем, то здесь у нас будет информация про карту памяти. Дальше Light Alarm. Это мы уже смотрели, тоже меню, что и здесь. И автотрек. То есть на данной камерке можно включить автоматическое слежение. Если мы его запустим, то камера будет без остановки следить за каким-нибудь появившимся объектом и будет за ним, как видите, туда-сюда двигать. Функция, кстати, удобная, но напомню, если мы поставим в режим охраны, то не будет работать с автотреком режим Human Shape Detection. То есть камера будет реагировать на все подряд. Поэтому рекомендую использовать именно режим охраны Human Shape Detection, чисто на человека. Дальше пробежимся по основным настройкам. В основных настройках у нас, как обычно, название камеры, громкость динамика, регулировки по отображению видео слева направо и сверху вниз, скорость поворота и так далее. Управление паролями, управление памятью. Вот, допустим, поставили в нее флешку и отформатировали. Запись может быть как цикличная, так и до заполнения. Все, флешечка отформатирована, теперь она будет записывать непосредственно на карту. Что же касается режима охраны, заходим в Smart Alarm и видим, что если включить умную охрану, у нас есть и режим Human Shape Detection, и можно выставлять записи, чтобы было и фото, и видео, и включался в человека непосредственно прожектор. Можно и звуковой извещатель ставить, то есть, допустим, сирену, чтобы включала данная камера. И поверьте, орать она будет достаточно громко при всем при этом. Также настраивается у нас и чувствительность, средняя, высокая и низкая. И есть еще тонкие разного рода настройки. В меню дополнительных настроек мы можем видеть только включение и выключение автоповорота камеры за объектом.
По самой же камере мы можем видеть версию устройства, версию программного обеспечения, дату ее выпуска и еще нужные нам параметры. Кроме как запись на флешку, данная камера еще может предоставить нам облачное хранилище. Но, напомню, облачное хранилище у нас платное. Поэтому если мы сюда зайдем, мы увидим все описания разного рода. Можно даже открыть немедленно данное облачное хранилище. И вот что нам предлагают. А предлагают нам его купить. Конечно же, пробный месяц можно купить за 10 центов, но в дальнейшем идите сами. Ну, как-то неинтересно, если честно. Тем более, что можно не только писать на флешку, но и при тревоге отправлять письма на электронную почту и обрывки фото и видео на FTP сервер. А этого нам вполне достаточно. Про это я рассказывал вот в этом видео. Кстати, еще момент. Если мы зайдем в настройки сети, то мы увидим, что данная камера у нас в данный момент работает в режиме Wi-Fi, то есть она подключена к нашему Wi-Fi и вещает изображение в интернет. Но если у вас нет Wi-Fi, то вы можете выбрать режим AP точки доступа. При всем при этом камера будет писать видео на флеш, но она будет без выхода в интернет. Удаленно ее управлять будет нельзя. Она будет просто висеть и писать на себя, на то, что происходит в округе. При этом вы в дальнейшем можете со своего телефона подключиться напрямую к камере. Камера будет вещать свой Wi-Fi точку доступа и изменить данные настройки, либо скачать видео с нее и так далее. Такой вот режим Autonomic Point, автономной точки доступа. Итак, что касаемо инфракрасной подсветки, если мы выключим свет в помещении, то выглядит это вот так. Как видим, в принципе, все различимо, все нормально видно. А если свет включить обратно, то камера перейдет в обычный цветной режим. Итак, дорогие друзья, теперь давайте подключимся к данной камере при помощи программки CMS Polyvision и посмотрим на ее внутренние настройки. Как видим, наши две камеры, о которых я рассказывал ранее, которые висят на даче, работают, наблюдают за нашей дачкой, и вот у нас появилось здесь меню третья камера, которую мы подключили. Давайте зайдем в ее конфигурацию и посмотрим, что мы умеем. Открываем конфигурацию данного устройства. В первую очередь нас интересуют две вкладки. Это компрессия. Здесь мы можем видеть реальное разрешение данной камеры. Ее можно использовать как на 4, так и на 3 мегапикселя, если мы захотим сэкономить пространство на флешке уже непосредственно. Как видим, честные 4 мегапикселя. Продавец не соврал. При этом FPS можно настроить от 12 до 25, а это очень даже хорошо при таком качестве. Далеко не каждая камера может в 4 мегапикселях выдавать 25 кадров в секунду, поэтому показатель хороший. Следующее, куда мы зайдем, это службы. Ведь все самое интересное скрыто именно здесь, в двух пунктах. Это email и FTP. Это говорит о том, что данная камера, как и все мои предыдущие интересные модели, при тревоге может отсылать нам на электронную почту фотографию и, опять же, фотографию и обрывок видео на любой настроенный нами FTP сервер. Для примера я дома настроил у себя FTP сервер прямо на модеме TP-линковском, воткнул в него флешку, которая исполняет роль хранилища FTP. И если происходит какая-то движуха на даче, все эти обрывки фото и видео летят мне непосредственно на домашний модем в городе. Это нужно для того, чтобы, если вашу камеру убили или украли, последнее, что она видела, она отправит вам на FTP. Кроме всего прочего, есть фильтр по IP, DDNS, PNP, RSTPS и еще куча всяких разных функций.
Ну, со всем этим надо разбираться на самом деле. Подключив камеру к компьютеру, к такой программке, как CMS, мы получаем доступ к огромному количеству очень тонких настроек. По компрессии, по видео, по разного рода настройкам PTZ, сетевым службам, хранилищу, сценариям охраны и так далее. Поэтому, если вы хотите пользоваться стандартным функционалом, то просто подключили камеру непосредственно к телефону и пользуем. Если надо вот эти умные скрытые настройки, тогда нужно подключиться еще и к компьютеру через программку CMS. Но не буду таить греха. Есть проблема. Именно с данной моделью почему-то мне не удалось подключить ее по Cloud ID, а только по IP внутри локальной сети. Допустим, вот эти камерки, которые висят на даче, они подключены по Cloud ID, и в данный момент они подключены через интернет. Но при попытке подключения данной камеры по Cloud ID я постоянно получаю ошибку timeout, то есть время вышло. С чем это связано, не совсем понятно. За пару минут решить ее не удалось. Может, напишу продавцу. Может, есть какое-то обновление по прошивке. Ну, посмотрим. Время покажет. Что же касается информации по самому видеофайлу, вот мы можем увидеть в его свойствах. Разрешение 2304 на 1296, что соответствует 4 мегапикселям. 12 FPS у нас здесь идет, но, как мы помним, этот параметр настраивается. От 1 до 25 кадров в секунду можно ставить. Битрейт 605, что, кстати, совсем немного, но это тоже регулируется в тонких настройках. Если поставить качество сохранения видео больше, то и битрейт, соответственно, будет больше. Кодеки по аудио, кодеки по видео, пишется в хефсе, ужимается максимально, если не изменять, это X265. Поэтому, в принципе, все окей. Ну что, в принципе, очень даже ничего. Если вы ищете что-то необычное и вам нравятся вот такие вот шарообразные формы, то вполне себе имеет место быть. Камерка хорошего качества, как видите, и картинка у нее хорошая, и функционал очень даже богатый. Все как в предыдущих моделях, которые мы с вами рассматривали. Ссылочку на эту камеру, конечно же, оставлю в описании, где брал. Покупаю я все эти дела на Алиэкспрессе. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ну, а мы продолжаем. Всем пока!